Для кого мои проекты? Для тех, кто хочет собрать барбекю сам, своими собственными руками. И я считаю, что для мужчины это очень важный момент в жизни. Да? Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Не перепутайте, не сына посадить, а дерево посадить. А сына надо вырастить, чтобы он вырос, стал большим, здоровым, да? Женился, нарожал детей, построил себе сам дом. Ну или жил в вашем доме. Ну, а я добавлю, что он должен построить еще и барбекю. То есть очаг в доме – это самое главное. Именно открытый огонь дает вам контакт с живым огнем, да, с природой. Поэтому проект именно для мужчин, которые хотят реализовать свою мечту своими собственными руками. Ну или каменщики, которые хотят попробовать себя в новом деле. Или же печники, которые всю жизнь собирали печки отопительные, варочные, да, или банные, и никогда не собирали барбекю комплексы. Для вас тоже этот проект подойдет. Давайте посмотрим, из чего же состоит мой проект. Погнали! Приветствую вас на своем канале Пламя. Кто меня не знает, меня зовут Олег Михайлович, я печник-блогер. Друзья, в этом ролике я хочу рассказать вам о своем проекте Белореченский. Проект состоит из мангала посередине, печки под казан и столешницы. Друзья, если вы хотите добавить стол со стороны печки или же наоборот укоротить данный стол, вы можете это сделать самостоятельно. Проект полностью готов, вы его приобретаете и собираете по нему барбекю комплекс. И давайте расскажу вам, из чего же состоит данный барбекю комплекс. Ну, первая, самая важная часть этого проекта — это 3D модель. То есть для чего 3D модель? Это, в принципе, и есть настоящий собранный барбекю комплекс у вас на компьютере. Вы имеете возможность подойти к настоящему барбекю и посмотреть этот ряд с любой стороны, то есть обойти его по кругу. При желании вы можете вытащить любой кирпич из этой конструкции, посмотреть, как он выглядит, на чем он лежит, снять рулеткой размер. В панели инструментов есть измерительные приборы и рулетка в том числе. Положить этот кирпич на место и, допустим, открыть пару рядов в перспективе, увидеть, как дальше будет собираться конструкция. Это 3D модель. Теперь второй файл. Это порядовка. То есть порядовка — это и есть пошаговая инструкция, по которой вы будете собирать данный барбекю комплекс. И третий файл — это посчитанные материалы. То есть все, что есть в этом барбекю комплексе, вы найдете в комплектации материалов. Друзья, порядовку и комплектацию материалов желательно, конечно, распечатать. Ну и давайте подробно по порядовочке пройдемся, посмотрим, из чего же состоит эта порядовка, что это вообще такое порядовка, пошаговая инструкция. Порядовка состоит от фундамента до самой крыши наверху барбекю комплекса. То есть все это сфотографировано по слоям, по рядам, поэтому и называется порядовка. Каждый ряд, друзья, имеет свой номер. То есть я, когда фиксировал каждый ряд, я писал на этом ряду номер, который принадлежит данному ряду, чтобы вы, когда распечатали, уже эти листочки не перепутали. И дополнительно я еще расписал самые важные моменты, которые касаются данного ряда, то есть сопроводительную записку, да, или небольшую инструкцию, на чем надо сконцентрировать свое внимание на этом ряду. Также сделал некоторые выноски, разрезы, то есть карту базальтовых листов, то есть показал, где базальтовые листы должны размещаться. Потом показал, где размещается дымоход в этом барбекю комплексе.
Ну и остальные детали тоже раскрыты. Вот, допустим, узел прохода потолочного перекрытия, установка задвижки, установка лампочки. В общем, все эти моменты тоже зафиксированы. Итак, друзья, проект готов. Проект можно приобрести у меня на сайте mangalyplamya.ru. Вы можете пройти в автоматическом режиме этот проект купить самостоятельно. То есть заходите, выбираете расположение печки с правой стороны или с левой стороны, потому что по рядовке набиты на каждую сторону по отдельности. Друзья, на сайте вы должны написать свое имя, свою фамилию. Это обязательно, потому что все это официально проходит через налоговую систему. То есть я и на ЮКАСе плачу, и потом налоги плачу. Поэтому это все для отчетов очень важно писать. И также это важно писать, чтобы вы потом смогли доказать, что именно вы попали в этот проект. То есть пишите имя, фамилию и обязательно, друзья, свой адрес почты. Оплачиваете, и на вашу почту приходят ссылочки, по которым вы скачиваете все файлы на свой компьютер, смотрите видеоинструкцию, как все это скачивается, как устанавливается программа SketchUp, а она идет в комплекте с проектом. Открываете 3D модель, и у вас на компьютере будет вот этот барбекю комплекс. Ну, только с печкой справа или слева, какой вы выберете. Порядовочку распечатывайте, количество материалов распечатывайте и приступайте к сборке. И теперь, друзья, один из важнейших моментов. Прежде чем собирать барбекю комплекс, или, возможно, даже на моменте проектирования, размеров своей барбекю зоны, рекомендую вам изучить размеры проекта, который вы хотите собрать. То есть в первую очередь размеры барбекю комплекса, а потом уже размеры беседки. Потому что беседку можно сделать на 20 сантиметров шире или на 15 сантиметров уже. А вот сам барбекю комплекс уже сложнее расширить там или сузить. Это можно сделать, но только за счет длины стола самого. Поэтому, ребята, приобретаем проект или хотя бы изучаем его размеры. И по этим размерам уже делаете фундамент для беседки там, ну, или зону барбекю. Второй этап. Приобретается чугунное литье. Это тоже важнейший момент. То есть вы приобретаете чугунное литье и все сопутствующие материалы. Потому что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Очень сложно найти плиты чугунные определенных размеров, дверки, колосники, шамотный кирпич, шамотную глину, трубы из нержавейки. В общем, все это надо искать, поэтому заранее все подготавливаем. Подведем итоги. Приобретаем проект, заливаем фундамент, покупаем материалы и приступаем к строительству. Друзья, еще есть у меня сопутствующие услуги. Это консультации. Вопрос стоит 150 рублей. То есть в любой момент, когда у вас возникла какая-то проблема при сборке, там, по проекту, без проекта, вы можете написать на мой WhatsApp. Лучше всего, эффективнее всего воспользоваться данной услугой — это заснять видео-вопрос на телефон и прислать мне его в WhatsApp. Оплачивайте 150 рублей, и я даю вам свою консультацию. Еще вторая услуга — исправление дымящих мангалов и каминов. То же самое, друзья, услуга платная, стоит всего лишь 1000 рублей. Вы присылаете мне видео своего дымящего барбекю комплекса, снимаете внутри мангала все, как труба подкручена, на улице снимаете, все это мне присылаете, оплачиваете. И я вам рассказываю, что надо сделать,
как надо сделать и в какой последовательности. То есть вы сразу в течение буквально 5 минут получаете достоверную, проверенную информацию о том, что же сломано или собрано неправильно в вашем барбекю комплексе. Ну и третья услуга, конечно, это вот мои проекты. Все остальное это бесплатно. По моим видеороликам собирают барбекю комплексы в любых странах мира. Если вы хотите, вы можете и без проекта собирать, мучиться, искать эти видосы на моих каналах. Они есть, да, их много, но надо тратить на это время. Проект, друзья, это есть технология, которую я собрал, сжал в один комок. То есть в один вот информационный блок, который вы раскрываете, и у вас все это перед глазами. Еще есть вариант этого проекта, но в виде порядовки для смартфона. То есть без 3D модели, его я высылаю прямо на ваш смартфон. В WhatsApp, там, в Viber, в Telegram, ВКонтакте, неважно, какой сетью вы пользуетесь. То есть чисто порядовка без 3D модели. То же самое все, только нету вот этой модели, которую вы можете раскрыть и посмотреть. У вас будет порядовка и количество материала в одном файле. Вы также его сможете распечатать. И стоит эта порядовка на 1000 дешевле. То есть проект стоит 4000 рублей, порядовка стоит 3000 рублей. Так что, друзья, это вот информационный видеоклип о проекте Белореченский. Еще раз давайте на него посмотрим. Да, смотрите, какой он красивый. Цвет кирпичей вы можете выбрать любой. Плиты, размер тоже можете подогнать. Там вся технология расписана, как это все делается. В двух словах скажу, плиту покупаете, раскладываете, сразу раскладываете под ее размеры топочную камеру. Ваша задача разложить топочную камеру так, чтобы огнеупорный кирпич не сильно выступал за пределы чугунной плиты. Это делается все для того, чтобы гранит, когда будете укладывать, да, он не опирался на вот этот огнеупорный кирпич. Если такое происходит, то значит под гранит и между гранитом и огнеупорным кирпичом вы укладываете базальтовый лист. И опирается гранит только на облицовочный кирпич, на плиточный клей. А над огнеупорным кирпичом он как бы нависает, как мостик. Это вот такая информация тоже прописана в этом проекте. Все, друзья. Спасибо за то, что посмотрели этот клип. Спасибо за то, что смотрите мои каналы, да, на всех соцсетях. Спасибо за то, что ставите лайки, за то, что подписались на мой канал. Ну а те, кто так до сих пор и не подписался, а смотрит мои ролики, да, мои каналы, прошу вас, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк, оставьте комментарии. Но самое важное это именно подписаться, друзья. Потому что для блогера это очень важно. То есть это его статистика, это его активность на каналах. Поэтому посмотрели, если понравилось, подпишись. Нажал и подписался. Приобретайте мои проекты. Проекты все проверены моими подписчиками. И вы с первого раза соберете работающий барбекю комплекс. Но я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Пока.